Как перестать есть сладкое? Отказаться от конфет и пирожных сложно, но можно. Как вы думаете, почему мы любим сладкое? Сладости – это источник энергии, и любовь к ним определена природой. Предкам современного человека приходилось бегать за едой не в ближайший гипермаркет. Охота и собирательство – дела непростые и трудозатратные. И удовольствие от еды – один из механизмов, который должен заставить организм активнее добывать пищу. Соответственно, чем больше в продукте калорий и чем проще расщепить его на составляющие, которые усваиваются клетками тела, тем больше он нам нравится. Поэтому мы так любим сладкое. Сколько же можно есть сахара? Всемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление сахаров взрослыми детьми до 10% от общей энергетической ценности рациона. ВОЗ заявляют, что это уменьшит риск появления избыточного веса и кариеса. Специалисты отмечают, что снижение потребления сахара до 5% от суточной калорийности принесет дополнительную пользу для здоровья. Следовательно, не очень активному 30-летнему мужчине ростом в 180 см и весом в 75 кг рекомендуется есть не более 60 грамм сахара в день. Сейчас, по статистике, средний россиянин потребляет 40 кг сахара в год, что составляет примерно 109 грамм в сутки. Это в 2 раза больше нормы. Последствия могут быть не самыми приятными, начиная от диабета и ожирения и заканчивая другими проблемами со здоровьем. Итак, как ограничить себя в сладостях? Добавьте в рацион сложные углеводы. Сладости быстро расщепляются в организме до простых сахаров, заставляя вас искать новые источники энергии. Порция крупы в итоге тоже трансформируется в простые сахара, однако этот процесс будет более долгим, поэтому вы дольше останетесь сытым. Сокращайте потребление сахара постепенно. Начните вместо 3 кубиков рафинада начинать бросать в чай 2, затем 1. Не тянитесь за второй конфетой. Разделите пирожное пополам с подругой или второй половинкой. Удовольствие от сладости вы получите, но съедите в 2 раза меньше сахара. Сделайте потребление сладкого осмысленным. Не ешьте мороженое на бегу, а конфеты за компьютером. Так вы полноценного удовольствия все равно не получите, так как будете сосредоточены не на потреблении. Получается, порцию сахара вы съедите, а довольным не останетесь и тут же потянетесь за новой порцией. Откажитесь от ритуалов, связанных с поеданием сладкого. Откажитесь от послеобеденного чая с коллегами, пирожного в буфете театра и так далее. Замените поглощение сладостей на что-то с ними связанное. Не вознаграждайте себя сладостями. Это формирует нездоровую связь. Сначала вы завершаете важный проект и покупаете торт. Потом вы начинаете есть пирожные в минуты стресса, потому что сладкое ассоциируется у вас с успехом и радостью. Поощряйте себя чем-нибудь несъедобным или откладывайте деньги, которые собираетесь потратить на сладкое в копилку. Придумайте способы отвлечься от тяги к сладкому. Например, можно присесть 50 раз или повторить 10 слов из иностранного языка. Есть вероятность, что после физических и умственных усилий вам уже будет не до сахара, а в процессе привычка укоренится и принесет вам гораздо больше пользы. Пейте воду вместо сладких напитков. В банке колы содержится 39 грамм сахара, больше половины дневной нормы среднего мужчины, а в стакане воды 0 грамм сахара. Начните читать этикетки. Сахар есть во многих продуктах, где вы не ожидаете его найти. Речь идет, например, о сладких кашах, которые не требуют варки, о кетчупе. В общем, сахар есть практически везде, но всегда можно найти аналог без сахара. Готовьте десерты сами. В этом случае можно контролировать их сладость. Просто положите в пирог меньше сахара, чем указано в рецепте. Сила воли и эти рекомендации помогут вам победить тягу к сладкому. Не отступайте от намеченной цели, и ваш организм скажет вам спасибо. Если у вас есть свои действующие методы борьбы с сахаром, обязательно поделитесь ими с нами в комментариях. На этом видеоролик подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!